Всем доброго времени суток! Рад приветствовать вас на канале, посвященном исключительно безлицензионной пневматике ведущих мировых брендов. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это немедленно. Также приветствуются лайки, дизлайки, комментарии. Именно это помогает продвигать канал и ускоряет выход новых роликов. Сегодня я хочу рассказать об актуальных моделях FX Crown на осень 2022 года. У меня на канале уже был обзор, посвященный модели FX Crown MK2. Кратенько напомню, чем она отличается от предыдущей модели Crown. Здесь увеличен заредукторный объем плюс 28% за счет того, что переработана коробка. Увеличена пропускная способность основного боевого клапана и установлена планка Пикатини. Если раньше был ласточкин хвост, теперь это планка Пикатини с наклоном 20 угловых единиц. Остальное все осталось то же самое, что и в предыдущих моделях. Регулируемый перепуск, поджим пружины ударника, регулируемый редуктор. Отверстие регулировки редуктора находится перед первым манометром. Заправочный порт и второй манометр, который уже показывает непосредственно заредукторное пространство. Более подробно вы можете ознакомиться на моем канале. Ссылку на ролик с предыдущим обзором по крауну я размещу. А сегодня мы поговорим про актуальные модели. На примере представлены здесь модели Crown MK2 Continuum. Continuum поставляется с двумя стволами. Короткий ствол 380 мм и длинный ствол 700 мм. Существует несколько версий у Крауна. Версия стандарт — это стволы 500 мм. Версия стандарт плюс — это стволы 600 мм. Версия снайпер и континуум — это стволы 700 мм. Как вот представлен в данном случае, это 25 калибр длиной 700 мм. И также типы лож. Версия Continuum у нас поставляется только в синтетическом ложе. Также есть ложи ламинат. В последнее время выпускается в основном Black Pepper, как наиболее удачная и популярная. И также есть несколько вариантов с тактическим ложе от фирмы JRS, которая позволяет вам наиболее удобно подстроить, так скажем, вылет щеки, вылет тыльника под свои анатомические особенности. И также там более удобный эргономичный хват. Оно более массивное, оно как бы не предназначено для мобильности, оно в основном для стрельбы со стола, для соревнований. А у континуума, который представлен здесь, в общем, стандартный комплект поставки. Еще раз вернемся: ствол 380 мм, ствол 700 мм, один магазинчик, фостер для заправки и модератор, аналогичный тому модератору, который применяется на FX Impact. Это, в принципе, пустой модератор разборный из наборных секций. Вы можете подбирать длину, как вам это заблагорассудится. В принципе, у краунов достаточно эффективный и встроенный модератор за счет того, что здесь применяются стволы Superlight. Сейчас я вскрою, покажу, как это выглядит. То есть мы не имеем промежуточной оболочки. Мы имеем внешний кожух, он же модератор. Мы имеем лейнер. На каждом лейнере теперь идет лазерная гравировка с его параметрами. В данном случае у нас STX Superior 25 калибра, твист 1.24, длина 700 мм, артикул 19977. Вот такие стволы у FX называются Superlight. Точно такой же ствол идет и в укороченной версии, тот же самый Superlight. Здесь это выглядит уже вот в таком виде, немножко упирается. Вот в таком виде выглядит Superlight. Ну, втулочка есть, она просто осталась там внутри. И точно так же это собирается в обратной последовательности. В версии МК2 пошла более удобная смена стволов. Теперь нам не нужно как-то пытаться обойти прицел. Ствол у нас крепится 4 наклонными гужонами, доступ к которым снизу есть. И также есть достаточно редкие версии. Но в данном случае я могу показать на примере ствола под стрелы от версии Verminator. Существуют переходники, в принципе, ствол от Верминатора через переходники, имеющиеся, ну, вот такого типа, потому что у Верминатора диаметры другие.
пулеприемника есть переходники, которые позволяют поставить ствол от Терминатора на FX Crown. И у вас будет полноценная версия со стрелами. Тоже достаточно интересная штука. Стрелы здесь применяются универсальные. Моделька тут 396 Swift, в принципе, их можно купить отдельно, потому что стрелы это, в общем, такой же расходный материал. При попадании в достаточно твердое препятствие, невзирая на то, что они карбоновые, они могут разрушаться. В частности, вот наконечник здесь разрушается. А так, ствол под стрелы представляет из себя полую трубку, в которую точно так же при выстреле через отверстие перепуска подается воздух. И здесь как бы такая получается цилиндрово-поршневая группа. Поршень у нас наружный, это стрела, а цилиндром является сам ствол. Он же цилиндр, он же направляющий. Фиксируется стрела резиновым кольцом, которое находится вот в этом месте. И в принципе это вот держит ее и не дает ей выпасть до того момента, как в ствол не будет подан воздух. Вот такие вот варианты модельки FX Crown на осень 2022 года. Если есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, не стесняйтесь, задавайте. Не забывайте подписываться на канал, писать письма. До новых встреч. Пока-пока.